Добрый день! В этом видео я расскажу о достойных противниках римлян – кельтах, или галлах, или галатах. Именно с ними воевал Юлий Цезарь и написал об этом в записке о Гальской войне. Кельты – это не один народ, а разные индоевропейские племена. Например, бриганты, скоты, бриты, валийцы, луги, пикты, венеды, паризии, синоны и много других. Их объединяет похожий язык и особенности культуры. Они занимали территории современных Франции, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Испании, Венгрии, Болгарии и острова Ирландия. Происхождение общего названия народа точно неизвестно. Ученые предполагают, что кельты – слово греческое, которое использовалось до III века до нашей эры. Затем возникает слово галаты для обозначения союза из 3 кельтских племен. Римляне делили кельтов на континентальных, которых называли галлы, что в переводе с греческого «молочные», то есть белокожие, и островных. Для них использовалось слово «британия». По другой версии, кельты – это общее наименование, а все остальное – название отдельных племен. В конце IV века до нашей эры кельты разграбили Рим. Если быть точной, то это было одно из племен – синоны, под предводительством вождя Бренна. Все началось с того, что войско кельтского племени встало лагерем около города Клузий. Жители попросили поддержки в Вечном городе, чьи послы, вместо того, чтобы уладить конфликт, спровоцировали его усугубление. Синоны разбили противника и устроили погром в Риме, уничтожив исторические записи и законы 12 таблиц. Уцелевшие римляне укрылись на Капитолийском холме. Именно здесь случилось событие, которое вошло в историю крылатой фразой «Гуси спасли Рим». На холме стоял Капитолийский храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. При храме держались гуси, священные птицы жены громовержца. Кельты пытались захватить холм. Видимо, дело было ночью или на рассвете, когда спится слаще всего, потому как стража дремала. Но всполошились гуси и уже своим гоготом разбудили римлян. Кельты были одним из самых воинственных народов в Европе. Для устрашения противника перед боем они издавали оглушительные вопли и трубили в боевые трубы – корниксы, раструбы которых были сделаны в виде голов животных. На битву они не надевали одежды, красились в синий цвет, покрывали волосы белой известью, а тело татуировками. Зрелище толпы голых синих воинов приводило противника в ужас, о чем и написал Юлий Цезарь в записках о Гальской войне. Диодор Сицилийский был уверен, что кельты хранят головы врагов как самую большую ценность. Ученые предполагают, что кельты верили в переселение душ, поэтому их меньше пугала смерть, и они отчаяннее вступали в бой. Однако в I веке до нашей эры Галлия была покорена Римом. Даже та деревня, где жили Астерикс и Обеликс. Кельты строили укрепленные поселения с каменными строениями, окруженные массивными стенами из каменных блоков. Со временем они стали городами-крепостями и торгово-ремесленными центрами. Генава, современная Женева, Акварик, современный Бурдж, Цинабум, Орлеан, Самарабрива, Амьен. Кельтский город-крепость в Бибракте, Франция, занимал 135 гектаров. Для сравнения, древняя Троя размещалась на 2 гектарах. Какие ассоциации у вас вызывает название Париж? Возможно, это запах дорогих духов или аромат свежеиспеченных круассанов? А вот Юлий Цезарь в своих записках называет город Лютеция Паризиорум, где лютеция означает «грязь», а Паризиорум говорит о том, что там проживало кельтское племя паризиев. Кельты занимались земледелием и рыбалкой, умели прекрасно обрабатывать металл. Их любимым оружием были топоры и мечи. Кроме того, применялись копья, дротики, луки со стрелами. Боевые знаки имели изображение кабана. К защитному вооружению относились щиты, панцири и шлемы. Причем шлемы имели остроконечную форму, неизвестную в античном и германском мире, что косвенно подтверждает гипотезу восточного происхождения кельтов. Любопытным предметом является котел из Гундеструпа, 1 век до нашей эры.
Он по размерам 69 см в диаметре и 42 в высоту больше аналогичных серебряных предметов Европы Железного века. Котел состоит из пластин и найден был в разобранном виде. Кельты были реформаторами одежды. Согласно основной версии, они создали длинные и широкие штаны. Слово «брюки», которым мы ежедневно пользуемся, гальское. Также они носили кафтаны и плащи из овечьей шерсти. В Ирландии овцы черного цвета, поэтому и кафтаны тоже были черные. Женщины одевались в длинные платья, накинув сверху передник, а волосы заплетали в две косы. Национальным цветом был зеленый, предпочитали также синий и красный, а у знати пурпурный. Одежда друидов делалась из белого некрашенного холста. Их атрибутами были венок из дубовых листьев или белый колпак с шерстяной кистью, а также скипетр. Предполагают, что правовые нормы ирландцев содержались в брегонских законах, часть из которых называется Шенхус Мор. По разным версиям, сборник датирует 5-8 веками. Он написан уже под влиянием христианства. Для ирландцев было важно социальное неравенство, которое считалось нормой жизни, поэтому от статуса многое зависело. Существовала цена чести – это выкуп, который выплачивался за преступление против чести этого человека, а также тип пищи, которую он получал в гостях, и уровень заботы о нем при травме. У кельтов были рабы, причем рабы не представляли большую ценность. В особую категорию выделялись поэты, которые пользовались большим уважением. Брак заключался посредством покупки жен. Выкуп за жену шел в пользу отца. Муж мог ударить жену в воспитательных целях, но если оставался след, то она могла требовать компенсацию в размере выкупа, который выплачивали за нее как за невесту, и получала право на развод. Но основная причина для развода – это отсутствие детей. В таком случае каждый из супругов берет свой вклад целиком, а остальное имущество распределяется между ними на основании специальных правил. Вероятно, дом отца наследовал младший сын. Права детей увеличивались по мере взросления, но полностью оформлялись только со смертью родителя. Дети не делились на законных и незаконных. Дочь могла наследовать землю только если не было сыновей. Любая травма, нанесенная намеренно или нет, требовала компенсации. Ее определял врач через 9 дней. К этому времени было ясно, умерла ли жертва, находится в опасном состоянии или пошла на поправку. В зависимости от этого компенсация менялась. За выздоравливающей жертвой ухаживал тот, кто был виновен в ее травме. Он платил за еду, свиту и даже штраф за упущенную возможность произвести потомство. Если у преступника не было денег, то родственники могли заплатить за него или отказаться. Еще в III веке до нашей эры кельты заселили Ирландию, в которой дольше всего сохранялись их древние верования. Источниками сведений о кельтах и их верованиях были уже не раз упомянутые мной записки о Гальской войне Юлия Цезаря I века до нашей эры, сочинение древнегреческого историка Диодора Сицилийского I век до нашей эры, сочинение римского поэта Лукана I век нашей эры. Как вы понимаете, информация, полученная от врагов, вряд ли может быть достаточно точной. Более вероятно, что на ней лежит отпечаток чужой культуры и личного мнения автора. В этом смысле Ирландия сохранила более достоверные тексты, так как не была завоевана римлянами, а еще дольше других сопротивлялась христианскому вытеснению. В этом списке «Анналы четырех мастеров» – это хроники средневековой истории Ирландии XVII века, книга «Бурой коровы», конец XI – начало XII века, Лейнстерская книга начала XII века, сага о битве при Мактуиред, XV век, собрание 4 манускриптов, Желтая книга Ликана, Великая книга Ликана, книга Уэймайны и Балимотская книга, конец XIV – начало XV века и другие. Однако и эти тексты нельзя считать полностью достоверными, так как они в большинстве своем составлялись христианскими монахами. Любопытный момент. Понятие «кельтский язык» появилось только в начале XVIII века. Его ввел валлийский лингвист Эдвард Ллойд на основании сходства языков Ирландии, Шотландии, Уэльса, Корнуолла и Британии. Согласно римским источникам, жрецами кельтов были друиды. Есть несколько вариантов их происхождения, одно из которых опирается на то, что галлы – это часть индоевропейской прообщности, а друиды аналогичны индийским брахманам. Они не идентичны.
Например, жрецы кельтов, в отличие от брахманов, ненаследуемое сословие. Предполагается, что слово «друид» означает «тот, кто знает дуб», а это дерево было мировым древом кельтов. Другим священным растением была амела. Ее срезали золотым серпом в 6-й день Луны. Для этого друиды забирались на выбранный дуб, где располагался этот полупаразитный кустарник. И поскольку такая амела не должна была соприкасаться с землей, собирали ее в подол своей одежды. Процесс сопровождался священным ритуалом жертвоприношения белых быков. После этого ветками амелы можно было лечить, в том числе от бесплодия, использовать их для определения жребия и предсказания будущего. У британцев до сих пор сохранился обычай, согласно которому поцелуй под амелой равносилен предложению руки и сердца. Любые жертвы могли приноситься только друидами, в том числе и человеческие, но согласно современным данным, последние совершались только в самых крайних случаях. Кельтские жрецы передавали свои сакральные знания устно, так же, как это делали в древности в Индии и Иране. На обучение нового друида могло уйти до 20 лет. Но у друидов была и тайнопись. Это агамическое письмо, созданное в IV веке нашей эры. Для пущей запутанности некоторые буквы заменялись их названиями, как если бы мы вместо «л» писали «эль». Согласно легенде, агамическое письмо придумал Огма, бог красноречия, сын бога Дагды. Мифологические представления кельтов мало изучены, поскольку сохранилось достаточно мало подлинной информации. Но и то, что известно, заслуживает отдельного рассказа, который ждет вас в следующем видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо за внимание!